Привет всем и добро пожаловать в Majestic Minds. Сегодня я вам буду рассказать о том, почему я учил русский язык, когда я начал его учить и как мне вообще получилось это сделать. И мне получилось это сделать с помощью методов, о которых я говорю в моей электронной книге, которые вы можете найти в расписании этого видео. Я начал учить русский язык в мае 2020 года. Это было 14 мая, точнее там. И я учил русский язык в течение 2-3 месячных периодов. Первый период, он длился от мая до августа. И второй период от января до, в принципе, 2 месяцев было там. От января до конца февраля. И в течение вот этих 2 периодов интенсивного изучения я могло выучить русский язык. И сейчас я могу на нем комфортно разговаривать обо всем. У меня там много русскоязычных друзья. Я пианист, и у меня русскоговорящая учительница по фортепиано, прекрасная. Да. Так что я начал учить русский в мае 2020 года. И его научил в течение вот этих 2 периодов. И тогда вопрос, это на самом деле самое главное в этом видео, это самый важный вопрос, как мне вообще получилось это сделать? Как я могло этого достигнуть? Учить русский язык — это было огромное путешествие. Это, любой язык — это путешествие, понимаете? Это не просто такой... Мы не можем просто сказать: я хочу это сделать, потому что учить язык — это большая задача. Это реально путешествие в новую культуру, с новой историей. Мы будем познакомиться с новым народом. И поэтому, русский язык, я его учил с помощью большого я очень сильно занимался, интенсивно, я очень много читал о русской истории, о русской культуре, я читал много книг. И на самом деле я больше говорил на русском в это время, чем на моем родном языке. Это датский язык. Чтобы более точно сказать, как я выучил русский язык, я начал, это было в мае 2020 года, я начал с тем, чтобы учить базовые слова, базовую лексику. Это, например, такие вещи, как «Привет», «Здравствуйте», «Как дела?». Все это, да? И я использовал приложение, которое называется Lingodeer. Это очень полезное приложение для начальников любого иностранного языка. Там есть, не все языки, но избранные. Арабский, по-моему, китайский тоже, если вам интересно. И русский есть. Я вам рекомендую. И я помню, я интенсивно занимался с этим приложением в течение 2 месяцев. И после вот этих 2 месяцев я уже как-то, овладел русским языком в каком-то размере. Я мог говорить о базовых темах и так далее. После того, что я закончил уроки
этого приложения я переключился на другое приложение. Это приложение называется Link. Может быть, вы уже знаете об этом приложении. Это приложение, где вы можете учить язык с помощью того материала, который вам интересно. Может быть, вам очень интересна история, политика, музыка. Там много разных вещей там на линке. И вы можете там импортировать любой текст, любой материал с интернета в это приложение. И потом учить язык с помощью вот этого материала, который вы сам выбрали. Это очень полезно. И, потому что это там добровольно, это не никто не там составляет вам это учить. И поэтому я очень рекомендую Link тоже. Я помню, что я сидел с Link, от июля, я бы сказал, 2020 года до августа. И потом, как я сказал раньше в видео, я пошел в интернет. Там вообще у меня не было времени учить язык. Но у нас был локдаун в конце 2020 года. И я пошел домой. И я просто сидел 3 часа, 4 часа иногда утром с 5:30 учил русский на Link. И после вот этого локдауна я вышел, и сейчас я владею русским языком. Это вообще очень комфортный язык для меня. Так что, да. И, это как-то очень на поверхности. Я сейчас описал мой метод, и как мне вообще удалось и получилось это сделать. Если вы хотите там подробнее читать о том, как я учил русский язык и как я учу языки, я учил 10 языков пока что с помощью моего метода, который я описал и о котором я пишу очень в подробностях в моей электронной книге, которые вы можете найти в расписании. Я желаю всем хорошего дня, и я надеюсь, что вам понравилось это видео. Поставь лайк, подписывайся и тоже оставлять комментарий. Хорошо. Пока.